Глава 216. Сила духовных растений. Увидев, насколько осторожным был уродливый человек, Хань Ли почувствовал себя неловко, так что ему пришлось изменить свое первоначальное намерение о том, преподать ему урок. В конце концов, он всего лишь был несколько груб с ним ранее, а больше он не нанес ему никаких других оскорблений. С этой мыслью выражение Хань Ли смягчилось, когда он спокойно сказал: «В этом случае, мне пора». Сказав это, Хань Ли ушел, легкий, словно перо. В течение очень долгого времени уродливый человек смотрел вслед Хань Ли, а затем протяжно вдохнул, пробормотав про себя: «С ума сойти можно». Он спрятался в комнате пламени земли, уединился и прорвался стадию заложения фундамента. Я бы на его месте, даже с большим количеством пилюль, не смог порваться. Но это неудивительно. Ведь боевой предок Ли сделал его своим учеником, так что его способности явно выходят за рамки нормального. Уродливый человек фактически приписал успех Хань Ли небесному провидению. Если бы сам Хань услышал это, он, возможно, горько рассмеялся бы. В этот момент Хань Ли уже покинул зал Юэлу. Два человека, охраняющие транспортную структуру, уже сменились другими. В противном случае, если бы они увидели, что Хань Ли внезапно прорвался с уровня конденсации ЦИ до стадии заложения фундамента, они, вероятно, были бы невероятно поражены. Хань Ли медленно летел по небу на своем магическом инструменте, не думая ни о чем, все еще наслаждаясь этим чувством, что ему удалось войти в стадию заложения фундамента. За несколько месяцев до этого, когда Хань Ли закончил переработку гранул заложения фундамента, он подумал, что попытаться пробиться к стадии заложения фундамента в комнате пламени Земли было неплохой идеей. По крайней мере, ему не нужно было беспокоиться о том, что кто-нибудь внезапно вторгнется и прервет его уединение. В результате ему пришлось бы бросить все на полпути. Придя к такому умозаключению, Хань Ли употребил одну из своих изначальных 3 гранул заложения фундамента и начал использовать силу духовных растений, которая стала распространяться по всему телу. Сила стадии заложения фундамента появилась очень быстро. Спустя несколько часов Хань Ли почувствовал, как внутри его дантянь росло и полыхало пламя, в то время как все остальные части его тела были холоднее льда. В целом, он действительно чувствовал разницу между льдом и огнем, однако это чувство продолжалось лишь на короткое время, прежде чем огонь в его дантяне исчез бесследно. Остальная часть его тела также вернулась к нормальной температуре, оставляя Хань Ли немного ошеломленным. Спустя минуту недоумения лицо Хань Ли сильно изменилось, когда он приложил ладони к своему дантяню. Это было потому, что в тот момент острая боль, подобная 8 вонзивших в него кинжалам, пронзила его тело. Хань Ли абсолютно не был к этому готов, в результате чего он мгновенно побледнел, его челюсть свело от боли, все его тело сжалось в позе эмбриона, а по спине повалил пот градом. Бабы, в то время как все его тело согнулось в полный локон, в то время как Хань Ли корчился от боли на полу, он проклинал все на свете. Почему люди, которые давали ему таблетку, никогда не упоминают о боли, которая возникала после того, как употребишь гранулу заложения фундамента? Однако, даже не договорив проклятие, резкая боль в его дантянь вдруг превратилась в мощнейший всплеск. Этот всплеск теплым потоком энергии мгновенно разнесся по всем его меридианам и достиг даже костного мозга. Но потом тепло превратилось в странный, невыносимый зуд, как будто по всему телу ползали колония муравьев. Ему хотелось биться головой о стену, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. Эта мука, сводившая его с ума, продолжалась небольшой промежуток времени, прежде чем она постепенно уменьшится. В этот момент Хань Ли наконец смог опереться за угол стены и поднялся с большим трудом. Он пропотел так сильно, что стал полностью покрыт слоем какого-то странного серого вещества. Кроме того, он был липким и источал странный запах. Однако Хань Ли это абсолютно не беспокоило. Он думал о том, что его культивация достигла 12 уровня. Кроме того, он почувствовал, что все его тело, с головы до ног, окутал поток тепла, больше не причиняя ему ни малейшего дискомфорта. Было совершенно ясно, что гранула заложения фундамента сначала улучшала его физическую силу, очищая костный мозг и заменяя его сухожилия. Что касается тепла в его теле, это должна быть остаточная целебная сила пилюли. Однако, поглотив ее, всю ее силу он израсходовала только на увеличение своей магической силы. Именно поэтому ученики должны уединяться в течение 3 месяцев после того, как приняли гранулы заложения фундамента. В противном случае эта сила духовных растений постепенно исчезла бы по прошествии времени. Хань Ли действительно последовал по стопам тех, кто был в стадии заложения фундамента. Он сел и начал медитировать, поглощая остаточную целебную силу. Однако Хань Ли быстро обнаружил, что остатки лекарственной силы в его теле могут лишь немного улучшить его магическую силу, и их невозможно использовать для улучшения его телосложения.
Если бы у кого-то была только одна гранула заложения фундамента после очищения костного мозга и замены сухожилий, никто действительно не решился бы упустить возможность увеличения их магической силы, так что ему определенно бы пришлось уединиться на 3 месяца, чтобы полностью поглотить целебную силу. Им, естественно, нелегко было бы отказаться от этого. Однако Хань Ли не был из числа этих людей. У него на руках было множество готовых пилюль. Очевидно, что остаточной силы духовных растений было недостаточно для того, чтобы войти в стадию заложения фундамента. Его беспокоило то, что улучшение физической формы действительно способствует прорыву в стадию заложения фундамента. В конце концов, очищение костного мозга и замена сухожилий было решающим моментом в его прорыве. Думая об этом в течение 10 дней во время медитации, Хань Ли это четко понял. Естественно, ему не хватило терпения подождать несколько месяцев, прежде чем он принял свою вторую пилюлю. После некоторого размышления он пришел к выводу, что последовательный прием гранул заложения фундамента не должен вызывать больших проблем. В лучшем случае могло возникнуть избыточное количество остаточной лекарственной силы, но это ничего не значило. Поразмыслив еще немного, он принял вторую пилюлю. В этот же момент ему пришлось пережить все те же самые ощущения. Хань Ли, будучи уже подготовленным к этому, по-прежнему испытывал жуткую боль. Однако на этот раз Хань Ли, уже единожды испытав это, смог легче ее перенести. Однако загрязнений, которые высвободились из его тела, было немало. Казалось, его способности были действительно слишком пугающими. После того, как он принял вторую пилюлю, Хань Ли уже не чувствовал ничего странного в остаточной магической силе его тела. Естественно, теплота в костях стала чуть сильнее. Но это не было проблемой. Более того, его магическая сила перескочила на 13-й уровень, вершину стадии концентрации Ци. Таким образом, Хань Ли снова призадумался. Ему не следовало принимать гранулу заложения фундамента одну за другой. Каждая таблетка имела аналогичный эффект очищения мозга, что дополнительно высвобождало огромное количество загрязнений внутри тела Хань Ли. Тем не менее, когда он принял третью таблетку, Хань Ли почувствовал, что эффект очищения костного мозга заметно уменьшился, высвобождая все меньше и меньше примесей. Но в то же время истинная сущность и магическая сила в его теле претерпели фантастические изменения. Изначальное состояние его истинной сущности после приема нескольких пилюлей постепенно затвердевало, а потом превратилось в жидкость. После приема 7 гранул, помимо небольшого участка в центре его дантяня, его истинная сущность полностью превратилась в жидкость. Однако после принятия 7-й гранулы остаточная магическая сила в его теле Хань Ли приблизилась к насыщению. Изначальное чувство тепла в его теле превратилось в неописуемый жар, в результате чего Хань Ли стал сомневаться в своих действиях. Он действительно не знал, что произойдет, если он примет 8-ю гранулу. Но Хань Ли чувствовал, что он действительно близок к прорыву. Ему требовалось всего 1-2 таблетки. Спустя какое-то время размышлений, желание Хань Ли достигнуть стадии заложения фундамента победило, и он принял 8-ю гранулу. Однако, когда эта пилюля достигла его желудка, остаточная лекарственная сила внезапно взорвалась, что он едва мог ее контролировать. Это нагрело меридианы по всему телу Хань Ли, в результате чего он потерял сознание. Однако, когда Хань Ли пришел в себя, он был приятно удивлен. Пока он был без сознания, ему действительно удалось прорваться и войти в стадию заложения фундамента. Хань Ли был настолько рад, что ему хотелось подпрыгнуть до небес. Но когда он распрямил спину, все его тело нагрелось до такой степени, что он снова упал на пол, в результате чего он сильно испугался. Несмотря на то, что он вошел в стадию заложения фундамента, остаточная лекарственная сила 8-й таблетки еще не ослабла, а продолжала течь по всему телу. Это было все еще очень опасно. В этом случае ему следовало немедленно сесть и начать культивировать, впитывая остаточную лекарственную силу. В противном случае он мог просто взорваться в любой момент. Хотя Хань Ли четко понимал, как выйти из этой ситуации, он не мог не ворчать в глубине своего сердца. Помимо техники владения сути лазурным мечом, которую он имел под рукой, какую еще технику он мог культивировать? С одного взгляда на то, как его мастер с ним обращался, было понятно, что эта техника культивации была настоящим дерьмом. Кроме того, Хань Ли уже несколько раз просматривал книгу и пытался разузнать о ней у других. Эта техника владения мечом действительно была очень известной. Почти все ученики стадии заложения фундамента долины Желтого Клена культивировали первые несколько ее уровней, однако никто не продолжал культивировать более глубокие уровни. Хань Ли явно не спрашивал, по какой причине, но бесполезность этой техники была очевидна при таких обстоятельствах, хотя Хань Ли не хотел культивировать ей, но ему пришлось заставить себя. Не имея лучшего выбора, он достал технику суть владения лазурным мечом и положил перед собой. Затем он сел, скрестив ноги, и следовал указаниям книги.
Эта техника владения лазурным мечом состояла из 9 уровней. Первые 3 уровня могли культивировать даже ученики стадии концентрации ци. Средние 3 уровня и последние 3 уровня могли культивировать только культиваторы на стадии заложения фундамента и стадии формирования ядра. Кроме того, на каждые 3 слоя приходилась определенная божественная способность, исключительная для этой техники владения мечом. После культивирования первых 3 уровней, не используя магический инструмент, можно было использовать свою ладонь, чтобы создать меч длиной около 3 метров. Он был достаточно хорош, чтобы сражаться с высокоранговыми волшебными инструментами. После культивирования средних 3 уровней в одно мгновение можно создать защитный щит. Хотя его оборонительная сила была примерно такой же, как элементный, среднеранговый защитный талисман, он мог контратаковать вместе с мечом. Когда щит сдерживал атаку, меч автоматически создавал контратаку. Что касается последних 3 уровней. Глава 217. Техника владения лазурным мечом. Что же касается божественной способности, по завершении последних 3 уровней искусства владения мечом, то это была техника расщепления тени меча. Предпосылкой для его культивирования было владение волшебным сокровищем летающего меча. Конечно, летающие сабли тоже были приемлемыми. После полного культивирования этой техники, используя эту божественную способность в бою с врагами, можно было создать иллюзию тени меча, полностью идентичную летящему мечу. Эта техника может сбить врага с толка, в результате его легко можно будет атаковать настоящим мечом. Хотя формирование тени меча имело только 10% от силы первоначального меча, но как только возрастал уровень меча, его сила также возрастала. Когда он достиг 9 уровня, его сила достигала бы 1/3 изначальной силы меча. Кроме того, при культивировании тени меча можно было создать несколько иллюзий. Начиная с 7 уровня, каждый дополнительный достигнутый уровень позволял создать дополнительную тень меча. Таким образом, как только кто-то достигал техники сути владения лазурного меча, он мог создать уже 3 тени, идентичные оригинальному мечу, но у него была только 1/3 его силы. Таким образом, эта божественная способность расщепления тени меча оказалась не так уж плоха, поэтому он все еще мог культивировать ее. Но Хань Ли уже знал, что здесь должно быть что-то не так. Хотя в долине Желтого Клена было множество культиваторов стадии заложения фундамента, никто не удосужился культивировать эту технику до последнего слоя. Таким образом, он глубоко сожалел о том, что не знал четкого объяснения слабости этой техники, считая, что он определенно не будет культивировать ее. Таким образом, он не стал придавать ей особого внимания. Теперь, хотя Хань Ли ясно знал, что у этой магической техники есть какая-то проблема, он набрался мужества, чтобы культивировать ее. Он надеялся, что у этой техники нет никаких последствий, которые сделали бы его одержимым. Тщательно поразмыслив над этим, он решил, что раз другим людям удалось культивировать несколько уровней этой техники, то, казалось, нет никаких проблем с тем, чтобы культивировать ее не до конца. Уверивший себя в этом, Хань Ли стал использовать остаточную силу духовных растений, пылавшую в его теле, что культивировать технику владения лазурным мечом. Как только он начал вращать эту технику культивирования, он почувствовал какой-то скачок. Чувство, которое он ощутил, поглотив остаточную силу, увеличило его магическую силу. В результате он был готов кричать от счастья. Окутанный этим волшебным чувством, Хань Ли не мог продолжать вращение этой техники культивирования, поскольку его сознание медленно уходило в далекое место. Спустя какое-то время он избавился от остаточной силы духовных растений в своем теле и, наконец, вернулся в сознание. Придя в себя, Хань Ли почувствовал себя вялым на мгновение, но тут же встал, не говоря ни слова. Нахмурившись, он задумался о чем-то на мгновение. Внезапно он поднял руку, сделав ею какой-то жест, и в то же мгновение из его пальца появился лазурный меч длиной в несколько футов. Его холодная аура была невероятно грозной, и он казался несравненно острым. При виде этого, Хань Ли вместо того, чтобы обрадоваться, он горько рассмеялся. Затем, сжав руку, лазурный свет действительно удлинился, и теперь его длина составляла примерно 10 футов и почти пробила каменную стену с другой стороны. Проклятие! Я не ожидал, что остаточная сила будет настолько сильной. Я за один миг продвинулся до 4 уровня этой техники. Кто знает, какие здесь могут быть побочные эффекты. Прошептал себе Хань Ли с мрачным выражением лица. Неважно, в лучшем случае я просто больше не буду культивировать эту технику. Пробормотал Хань Ли, а затем отпустил руку. Полоска лазурного цвета меча полностью исчезла. Однако любопытство Хань Ли взяло над ним верх, и он продолжил листать руководство этой техники, пролистывая разделы, связанные с использованием меча в качестве щита для защиты тела, запоминая его.
Затем Хань Ли опустил голову и задумался, закрыв глаза. Сразу же после этого он резко распахнул глаза, и вокруг его тела появился странный щит. Этот лазурный щит по размеру ничем не отличался от других защитных предметов, но его внешний вид не был обычной гладкой формы. Вместо этого он был покрыт иголками, напоминая дикобраза. Кроме того, казалось, будто он испускал слабые следы какого-то злого духа. Это защитный щит меча. Хань Ли тщательно осмотрел шипованный щит с некоторым удивлением. В руководстве говорится, что этот щит можно использовать одновременно с контратакой противника. Как жаль, что у меня нет возможности проверить это прямо сейчас. С сожалением подумал Хань Ли. Затем Хань Ли пошевелил руками и ногами, осматривая истинную сущность внутри своего тела. После того, как обнаружил, что с ним было все в порядке, он расслабился и тщательно убрал свое имущество, оставив комнату пламени земле. Затем он случайно наткнулся на уродливого человека. Когда он увидел выражение удивления на лице уродливого человека, он не мог не рассмеяться в глубине своего сердца. Дело шло к рассвету, когда Хань Ли вернулся в сад сотни растений. За это время ему не встретился ни один человек. Пока он был за закрытыми дверьми, культивируя, чтобы прорваться к стадии заложения фундамента, сад, естественно, вернулся в руки маленького старика. Из-за этого он чувствовал себя крайне несчастным, что потратил много времени впустую. Когда Хань Ли вошел в сад, маленький старик собирал духовные ци вокруг себя, закрыв глаза перед своим домом. Но даже с закрытыми глазами он почувствовал приближение Хань Ли и выкрикнул его имя. И в этом не было ничего удивительного, поскольку ограничения, наложенные на сад сотни растений, только Хань Ли и маленький старик могли свободно выходить из сада, когда им было угодно. Однако, когда старший боевой дядя Ма прозвал Хань Ли по имени, он внезапно почувствовал что-то странное и внезапно открыл глаза, не веря своим глазам. Ты действительно успешно достиг стадии заложения фундамента. Старший боевой дядя Ма, к счастью, я действительно вошел в стадию заложения фундамента. Хань Ли с поклоном приветственно поклонился и сказал. Какое-то время маленький старик смотрел на него с изумлением, но вскоре он пришел в себя. Однако он не мог не пробормотать про себя. Это слишком невероятно. Он достиг стадии заложения фундамента. Пробормотав это, он изменил выражение своего лица на обычное и с уважением произнес: «Поскольку мы сейчас оба на стадии заложения фундамента, тебе больше не нужно называть меня старшим боевым дядей, с сегодняшнего дня мы с тобой просто боевые братья. Поскольку я несколько старше, если младший боевой брат не возражает, ты можешь называть меня старшим боевым братом Ма». Услышав это, Хань Ли с улыбкой кивнул без возражений. Этот вид определения старшинства, основанный на области, в которой они находились, был традицией мира культиваторов. Здесь было нечего стыдиться, затем они вместе вошли в комнату, где их ждал чайник, полный хорошего чая. Они просидели несколько минут молча, пока маленький старик внезапно не спросил о том, как Хань Ли удалось прорваться к стадии заложения фундамента. Хань Ли, естественно, не стал бы кому-то рассказывать о том, как все было на самом деле, однако он не стал скрывать, что смог прорваться, находясь в комнате пламени земли. Это было потому, что если бы старик хотел выяснить это поподробнее, он бы легко мог узнать об этом. Рассказал только то, что взял в аренду комнату пламени земли в зале Юэлу, а затем поглотил гранулу заложения фундамента, которую он получил в награду от секты и культивировал за закрытыми дверями почти год. Он не понимал как, но каким-то образом ему повезло. Прислушиваясь к тому, что говорил Хань Ли, маленький старик постоянно щелкал языком. Когда он услышал историю, рассказанную ему Хань Ли, он моргнул глазами и сказал: «Младший боевой брат Хань. Из того, что ты рассказал, то твой опыт достижения стадии заложения фундамента не слишком отличается от других людей. Вы смогли пробиться точно так же, как и остальные. Все, что я могу сказать, это то, что младший боевой брат был чрезвычайно удачлив. Тебе достаточно для успеха даже 1%. Говоря это, старик не скрывал свою зависть. Ее легко можно было прочитать на лице у старика. Хех. Это означает, что мне просто очень повезло. Я также не ожидал, что смогу пробиться на стадию заложения фундамента так легко. Сказав это, Хань Ли непринужденно засмеялся. Однако, поскольку младший боевой брат Хань успешно достиг стадии заложения фундамента, тебе следует сообщить об этом мастеру секты Чжун, чтобы он внес твое имя в книгу учета. Таким образом, с младшим боевым братом будут относиться как с высокоуровневым учеником, а также ты получишь духовных камни, которые получает каждый, достигнув стадии заложения фундамента. Шутя, сказал маленький старик. Большое спасибо за советы, старший боевой брат. Когда Хань Ли услышал это, его выражение изменилось, но он искренне поблагодарил старика. Это ерунда. Независимо от того, как ты смотришь на это, мы знаем друг друга уже многих лет.
«Я всегда готов поделиться с тобой теми знаниями, которыми обладаю сам», — небрежно сказал маленький старик, махнув рукой. На самом деле, после достижения стадии заложения фундамента, лучшая награда, которую вручает секта, возможность по собственному желанию выбрать место в горном хребте Тайюэ. Там можно создать свою собственную пещеру, чтобы культивировать в уединении. Однако, после этого маленький старик подробно объяснил Хань Ли множество вещей, на которые следует обратить внимание, войдя на стадию заложения фундамента. Хань Ли постоянно кивал головой, давая понять, что он его действительно слушает. Но когда он закончил свои разъяснения, Хань Ли не удержался и рассказал ему о технике владения лазурным мечом. Техника владения лазурного меча. Удивление мелькнуло на лице маленького старика, но после того, как он пристально взглянул на Хань Ли, он больше ничего у него не спросил. Спустя какое-то время размышлений, он открыл рот. Я слышал, что другие говорят об этой технике, что некоторым действительно удалось достичь 3-го уровня. На самом деле эта техника не является техникой нашей долины Желтого Клена. Эта техника принадлежит секте, которую мы уничтожили много лет назад, которая называлась секта Абсолютного Меча. Кроме того, первоначально в ней было не 9 уровней, а 13. Сообщается, что когда мастер секты Абсолютного Меча узнал, что его секта пала, но хотел уничтожить эту технику, но кое-кто из боевых предков нашей секты не позволили ему сделать это полностью, сохранив часть техники. Оставшаяся половина была уничтожена и потеряна навсегда. Таким образом, распространенная версия техники владения лазурного меча всего лишь часть полной техники. В лучшем случае, можно культивировать его до стадии формирования ядра, но после этого невозможно продолжить ее культивирование. По слухам, полную технику можно культивировать до стадии божественной трансформации, но разве теперь это можно проверить? Договорив до этого момента, старика покачал головой, вытянул руку и взял чашку, отхлебнув глоток. Затем он продолжал говорить, хотя техника владения лазурным мечом, пропуская его более поздние стадии, несколько уступает по сравнению с другими высокоранговыми методами культивирования, его сила по-прежнему не так уж и плоха. Возможность одновременно использовать щит и меч очень востребована среди множества культиваторов стадии заложения фундамента. Таким образом, если бы ее было так легко культивировать, огромное число культиваторов по всей секте признали бы ее своей главной техникой культивации. В конце концов, техника стадии зарождения души слишком далека от нас, и у нас нет способа ее использовать. Они долго не сидели, когда маленький старик нетерпеливо спросил, как Хань Ли достиг стадии заложения фундамента. Глава 218. Плюсы и минусы. Когда старший боевой брат Ма договорил до этого момента, он остановился на мгновение. На его лице появилось выражение сожаления, но он продолжал говорить, к сожалению, после того, как кто-то культивирует технику владения мечом до глубокого уровня, возникает невыносимый изъян. Начиная с 4-го слоя, когда с помощью сущности лазурного меча поглощается духовная ци из окружающей среды, каждые несколько дней будет происходить странный феномен рассеивания воли. Небольшая часть магической силы, полученной при культивировании этой магической техники, через несколько дней будет рассеиваться сама собой. Это поистине ошеломило многих людей. Скорость потери на 4-м уровне этой техники не так страшна, только 1/10 часть культивируемой магической силы рассеется. Даже обычные культиваторы могли с легкостью компенсировать эту потерю. Но для того, кто достиг 5-го или 6-го уровня, скорость потери духовной силы будет поистине пугающей. Дополнительная потеря на 1/10 добавляется на каждом уровне, что заставляет культивируемую магическую силу продолжать рассеиваться с невероятной скоростью. Это также означает, что 20% вновь культивируемой магической силы будут потеряны на 5-м уровне этой техники, а 30% — на 6-м. Таким образом, кто осмелится культивировать эту технику? Кроме того, самый высокий уровень при использовании техники владения лазурным мечом, который удалось достичь ученикам нашей секты, был 6-м. Чтобы пройти дальше, необходимо быть на стадии формирования ядра. Однако, когда ты достигаешь 6-го уровня, ты уже теряешь почти треть своей духовной силы. Как могли эти эксперты пойти на такой риск? Если бы на 7-м уровне этой техники они бы продолжили терять огромное количество духовной силы, разве эти эксперты не были бы невероятно огорчены? Нужно знать, что прогрессирование одного уровня в методе культивирования на стадии формирования ядра намного сложнее. Эту технику владения лазурным мечом становится уже невероятно трудно культивировать. Желающих потратить 10 лет своей жизни на такой неоправданный риск так и не нашлось. Кроме того, эта техника неполная и совсем не является какой-то божественной техникой. У них нет абсолютно никакой мотивации для этого риска. Однако, божественная способность этого меча действительно очень практична.
Так что немного жаль так легко отказываться от этой техники. Некоторые люди опробовали только первые 3 уровня и используют эту технику как вспомогательную. Таким образом, человеку не нужно беспокоиться о потере своей духовной магической силы и продолжают использовать божественную способность меча. Однако, даже для того, чтобы развить только божественную способность меча, придется потратить 4-5 лет одиночного культивирования. Дослушав объяснение маленького старика, Хань Ли смотрел на него, раскрыв рот. Когда он, наконец, очнулся, он почувствовал только дурной привкус во рту, не может быть. Он уже докультивировал до 4-го уровня этой техники. Согласно тому, что сказал маленький старик, если он захочет продолжить культивировать технику владения лазурным мечом, то 10-я часть магической силы, которую он культивирует, рассеется без причины. Кроме того, чем выше уровень, тем больше потеря магической силы, как он мог продолжать культивировать, поскольку он теперь все выяснил, будет глупо продолжать культивировать эту технику. Культивирование техники владения лазурным мечом закончится здесь и сейчас. Однако следующие слова маленького старика снова задели сердце Хань Ли, и он почувствовал, что что-то не так. Хотя у техники владения лазурным мечом есть такой большой недостаток, она по-прежнему обладает уникальными характеристиками, иначе бы она не стала отличительной техникой нашей секты в то время, вдруг отметил маленький старик, с некоторым сожалением поджав губы. Я слышал, кто-то рассказывал, что, хотя культивация этой техники происходит крайне медленно, каждый раз, когда удается успешно культивировать один уровень, можно расширить свои меридианы и улучшить свой дантянь. Это приводит к тому, что магическая сила культиваторов, которые культивируют эту технику, становится несколько выше, чем культивация того же уровня. Но насколько же глубже она может быть? Это зависит только от того, сколько уровней этой техники было культивировано. Основываясь на прошлых записях, единственный ученик, который культивировал эту технику до 6-го уровня, достигнув стадии заложения фундамента, имел магическую силу примерно на треть большую, чем у других культиваторов на его уровне. Эта дополнительная магическая сила была равна той, что он потерял при культивировании техники владения лазурным мечом. Следует отметить это совпадение. Данная техника действительно немного глубже. Маленький старик, по-видимому, изучал технику владения лазурным мечом. Поэтому чем больше он говорил, тем больше он воодушевлялся. Впоследствии он буквально с пеной у рта рассказывал все это Хань Ли и был очень оживлен. Это заставило Хань Ли поспешно поднять кое-какие другие, интересующие его вопросы, насильно меняя тему разговора. Только тогда старший боевой брат Ма успокоился. Что касается Хань Ли, даже если бы у этой техники была еще какая-то другая удивительная характеристика, он бы все равно не смог ее культивировать. Он не обладал выдающимися способностями культиватора, так что, должно быть, он сошел с ума, и если бы решился намеренно культивировать эту чрезвычайно медленную, неполную магическую технику, особенно если он хочет достичь стадии формирования ядра, используя даже простые методы культивации, Хань Ли считал, что он сможет достигнуть стадии формирования ядра, и если узнает еще несколько рецептов духовных таблеток, поболтал с маленьким стариком еще немного, Хань Ли ушел. Теперь, когда он достиг стадии заложения фундамента, он, естественно, больше не мог следить за садом духовных растений другого человека. Таким образом, вернувшись домой, он зажил обычной жизнью. Прибравшись немного, он поспешил по делам. В то время уже полностью расцвело, благодаря этому он мог отправиться в официальный зал и заняться делом. Однако волнение в сердце Хань Ли еще полностью не отступило, поскольку он только что достиг стадии заложения фундамента. Все его мысли были направлены на то, чтобы поскорее разобраться со своими делами, а затем открыть свою пещеру. Хань Ли с нетерпением ждал этого момента уже в течение долгого времени. В конце концов, когда у него будет свой собственный участок земли, ему больше не придется быть скрытным. Там, на своей территории, он сможет делать все, что захочет. Чем больше Хань Ли думал об этом, тем больше это волновало его. В мгновение ока он бессознательно оказался у зала совета. Двое молодых учеников, охранявших главную дверь, очевидно, не узнали Хань Ли. Однако они ясно видели, что перед ними стоял культиватор на стадии заложения фундамента. Таким образом, они, естественно, не посмели бы задерживать Хань Ли только потому, что он был молод. Эти двое одновременно вышли вперед и немедленно поклонились Хань Ли, проявив свое уважение. «Боевой дядя, можем ли мы помочь вам чем-нибудь?» «Боевой дядя». Когда Хань Ли услышал это, он решил, что это смешно. Если бы он встретил этих двух людей год назад, возможно, ему даже пришлось бы называть их старшими боевыми братьями. А теперь его статус значительно вырос, потому что он достиг стадии заложения фундамента, и он сразу же стал их старшим. Хань Ли чувствовал, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Однако, видя, что эти люди, которые почти были его ровесниками, приветствовали его с таким уважением, он чувствовал себя довольно хорошо.
Здесь находится мастер секты Чжун. Мне нужно обсудить с ним кое-что, высокомерно сказал Ханли. Эти два учеников, которые еще были на уровне концентрации Ци, переглянулись между собой, услышав слова Ханли. Человек справа сказал: мастер секты сейчас находится в зале сотни возможностей, занимаясь своими делами, но он должен скоро вернуться быстро. Как насчет того, чтобы боевой дядя подождал его какое-то время в павильоне? Ханли приподнял брови, но тут же пришел в себя и небрежно ответил им: хорошо. Раз так, то я подожду. Старший, сюда, пожалуйста, сюда. Другой человек тоже был очень умен, он отступил на несколько шагов назад, провожая Ханли. Следуя за этим человеком, Ханли прошел через большой вестибюль и оказался в просторном павильон. Эта комната была не только очень чистой и опрятной, в ней также было несколько рисунков, нарисованных ручкой и чернилами, что создавая элегантную академическую атмосферу. Боевой дядя может подождать здесь. Когда мастер секты вернется, я тут же сообщу вам. Юноша налил Ханли чашечку ароматного чая, а затем удалился. Ханли кивнул головой, наблюдая за уходящим парнем, но затем покачал головой. Сначала он кивнул, потому что почувствовал, что этот молодой юноша смотрел на него с восхищением. Ханли чувствовать большое удовлетворение. Как будто у него не было недостатков, и что он прошел специальную подготовку, чтобы получить стать таким, но когда он покачал головой, это было потому, что ему было жаль этих учеников низкого уровня, то, что культиватор был вынужден вести себя, как обычный слуга, открывать и закрывать двери, разливать чай. Это действительно было очень печально, размышляя об этом сейчас. Если бы он не использовал гранулу заложения фундамента, чтобы выкупить старейшина Е, возможно, его положение было бы ничем не лучше, чем у этих парней. Ему также бы пришлось кланяться и подавать чай. Или, возможно, его положение было бы еще хуже, пока Ханли сидел в комнате, пробуя ароматный чай, а поток мыслей ворошился в его голове. Мастер секты Чжун вернулся спустя короткий промежуток времени. Когда он услышал от своего слуги-ученика, что его искал его молодой культиватор на стадии заложения фундамента, он был удивлен. Это было потому, что, исходя из описания, данному ему слугой-учеником, из сотен учеников стадии заложения фундамента, он не нашел никого похожего. 25 или 26 лет, со смуглой кожей и ничем не примечательной внешностью, кто бы это мог быть? Чжун Линда был удивлен на 30% и любопытен на 20%, поэтому он поспешно направился к гостевому павильону, где находился Ханли. Когда он вошел в комнату, он увидел молодого человека среднего телосложения, одетый в униформу долины Желтого Клена, который рассматривал картины на стене, повернувшись спиной к мастеру секты. Он с большим интересом смотрел на нее, однако, видимо, он услышал, как мастер Чжун вошел в комнату и тут же повернулся, а затем поприветствовал его, старший мастер боевых братьев. Юный боевой брат Ханли пришел к мастеру секты. Ханли. Когда сект-мастер Чжун услышал это имя, он почувствовал, что уже слышал это имя раньше. Но когда он внимательно посмотрел на другого человека, он не узнал его в лицо и не мог вспомнить, кто был этот человек. Из-за этого ему было немного стыдно перед учеником, и в воздухе повисла короткая пауза. Ханли. Младший боевой брат Хань, пожалуйста, присаживайся. Не нужно быть столь вежливым. Старший боевой брат, я, как мастер секты, был занят делами и немного заставил тебя ждать. Но, пожалуйста, младший боевой брат, не обижайся. Чжун Линда был хитрым старым лисом, который много чего повидал на свое веку. Всего лишь парой небрежных, двусмысленных предложений он легко избавился от повисшей неловкости, которую он создал, не узнав другого человека. Ханли на самом деле не был шокирован тем, что мастер Чжун не узнал его. Стоит отметить, что последний раз, когда Ханли видел этого человека, был 5 лет назад. В то время он был всего лишь обычным низкоуровневым учеником стадии концентрации Ци. Таким образом, мастер секты, естественно, не обращал на него никакого внимания, не говоря уже о каком-то глубоком впечатлении от него. Ханли был бы сильно удивлен, если бы мастер секты вспомнил его сразу же. Глава 219. Разговоры. Старший мастер боевых братьев, младший боевой брат смог достигнуть стадии заложения фундамента благодаря счастливой случайности, поэтому он пришел к мастеру секты, чтобы доложить об этом. Надеюсь, мастер секты может наградить меня привилегией создать пещеру бессмертного. Ханли не стал ходить вокруг да около, а сразу заявил о своей цели. Ты только что достиг стадии заложения фундамента. Чжун Линда сначала безучастно уставился на него, а затем спросил. Войти в стадию заложения фундамента, употребив гранулу в нужный момент, не было большой редкостью. Мастер секты Чжун решил, что это был один из тест-случаев.
Хе-хе, поздравляю младшего боевого брата Хань со вступлением в стадию заложения фундамента. Количество наших высокоуровневых учеников возросло еще на одного человека. С легкой улыбкой сказал Чжун Линьда, закручивая свои длинные бакенбарды. Это была обычная удача. Все благодаря грануле заложения фундамента, предоставленному сектой. Ответил Хань Ли, сияя улыбкой. Чжун Линьда, услышав вежливые слова Хань Ли, высоко оценил поведение Хань Ли. В этот момент он почувствовал, что постепенно узнает Хань Ли. Должно быть, он видел его раньше. Но он не мог вспомнить, где и когда. Таким образом, Чжун Линьда кивнул головой и пробормотал про себя, горько впадая в глубокие размышления. Когда Хань Ли увидел это, он нашел это очень забавным и не стал беспокоить его, вместо этого просто продолжив пить чай. Спустя какое-то время внезапная вспышка осознания сверкнула в голове Чжун Линьда, и он действительно вспомнил о приказе бессмертного вознесения. Он тут же мысленно сопоставил того юношу, который стоял в главном зале, со спокойным младшим боевым братом. Чжун Линьда, вспомнив Хань Ли, поднял голову от удивления. «Это ты, тот ученик, который вошел в секту с приказом о бессмертном вознесении? Тебе действительно удалось достигнуть стадии заложения фундамента? Старший мастер боевых братьев действительно помнит меня. Я смог войти в секту только благодаря помощи мастера секты». Когда Хань Ли увидел, что мастер секты вспомнил его, он не запаниковал, а вместо этого слегка улыбнулся Чжун Линьда, выразив ему свою благодарность. Услышав слова «старший мастер боевых братьев», Чжун Линьда понял, что это уже не тот посредственный культиватор, который вступил в секту, а культиватор на стадии заложения фундамента, такой же, как и он сам. Таким образом, его удивление на лице снова сменилось на спокойное выражение лица, и он мягко заметил: «Ничего удивительного. Ведь я мастер секты уже много лет и занимаюсь ее делами в соответствии с правилами». Тем не менее, младший боевой брат Хань фактически смог достигнуть стадии заложения фундамента сложными духовными корнями. Это немыслимо. Если эта новость распространится, младший боевой брат немедленно станет известен во всем мире культивации. Хотя внешний вид Чжун Цинда, казалось, вернулся в норму, эти слова он произнес с изумлением. Это не было неожиданностью, поскольку мастер секты Чжун знал изначальное состояние Хань Ли. Человеку с 4 атрибутами духовных корней действительно было трудно понять, как он смог достичь стадии заложения фундамента. Хань Ли увидел это и улыбнулся, а затем сказал, полушутя: «Я и сам не ожидал, что смогу достигнуть стадии заложения фундамента с помощью одной гранулы. Очевидно, мне помогли небеса, которые одарили такого дурака невероятной удачей». Когда Хань Ли сказал это, Чжун Линьда не мог не рассмеяться. «Но младший боевой брат Хань, это была не твоя гранула заложения фундамента, ведь свою вы племяннику младшего боевого ученика Е. Как ты получил еще одну гранулу заложения фундамента?» Усмехнувшись, Чжун словно вспомнил что-то и спросил. «Хех, старший боевой брат, мастер секты, разве это не вы дали мне гранулу заложения фундамента?» Смеясь, ответил Хань Ли. «Я?» Озадаченно ответил Чжун Линьда. Как он мог не помнить об этом? Неужели мастер уже забыл? Среди нескольких людей, вернувшихся живыми из запрещенной зоны, было 3, которым были присуждены таблетки для создания фонда. «Я был одним из этих людей», — сказал Хань Ли, но улыбка сошла с его лица. «Ты ученик, принятый боевым предком Ли?» Чжун Линьда разволновался, он больше не мог сохранять спокойный облик. «Верно. Я ученик, которого мастер Ли Хуаюань принял после возвращения из запрещенной зоны». Хань Ли просто признал это. «Значит, вот как. Теперь понятно, почему имя Хань Ли мне так знаком. Оказывается, это то самое имя, которое 2 года назад постоянно звучало на устах других учеников секты». Глаза Чжун Линьда все больше расширялись от удивления, продолжая говорить все более дружелюбно. Мысли Чжун Линьда были ясны. Поскольку Хань Ли уже достиг учреждения, он официально стал официальным учеником боевого предка Ли. Естественно, он не хотел вызывать у Хань Ли никакого презрения, но про себя подумал, раз так, то младший боевой брат Хань, должно быть, добрался до стадии заложения фундамента благодаря счастливой случайности. В противном случае с его способностями такое происходит раз в 1000 лет. Хотя Чжун Линьда действительно чувствовал себя неловко, он, естественно, продолжал говорить с Хань Ли с почтением. Затем он попросил Хань Ли подождать минутку, прежде чем пойти за регистрацией. Хань Ли, естественно, согласился и ждал его возвращения. Спустя время, которое бы потребовалось, чтобы выпить чашку чая, Чжун Линьда вернулся с белым нефритом. Затем он вписал имя Хань Ли золотой кистью в самом низу плотно написанного списка имен. Наконец-то внесли в список. Когда Хань Ли увидел это, он обрадовался.
Он знал, что теперь у него может быть собственная пещера бессмертного. Чжун Линьда регулярно проводил различные мероприятия для новых учеников в стадии заложения фундамента. Когда он увидел улыбающееся лицо Ханьли, естественно, он угадал мысли Ханьли. Улыбнувшись в ответ, он достал 3 среднеранговых духовных камня и 5 маленьких, тонких флажков, которые были окутаны белым туманом, и передал их Ханьли. Что это? Ханьли понимал, зачем ему передали духовные камни, ведь это была награда учеников в стадии заложения фундамента от секты. Но что это были за флажки? Кажется, у них есть духовная ци, а еще они очень странные на ощупь. Возможно, это какие-то необычные магические инструменты. Не дожидаясь ответа Ханьли, Чжун Линьда протянул руку, передав Ханьли нефритовую пластину. Затем он объяснил, эти духовные камни — одноразовая награда, которую получают все новые ученики стадии заложения фундамента. Каждый год с этого момента ты будешь получать духовные камни среднего ранга без какой-либо работы. Что касается этих флажков, то они являются важным элементом для создания пещеры бессмертного. Они обычно используются для создания макета магической формации, являясь при этом самым простым из маломасштабных заклинаний стадии заложения фундамента. Однако этого достаточно, чтобы не допустить смерть человека или животных. Естественно, если младший боевой брат обладает навыками формирования заклинаний, ему не нужно будет использовать эти маленькие флажки. Кроме того, нефритовая пластина содержит техники и методы управления стадией заложения фундамента. Естественно, некоторые другие вопросы, о которых должен знать ученик стадии заложения фундамента, включены в него. Рассмотрите их внимательно, когда покинешь это место. Спасибо тебе за беспокойство, старший мастер боевых братьев. Ханьли поблагодарил мастера и взял обеими руками нефритовую пластину. Эти предметы требовались Ханьли сейчас больше всего, поэтому он не мог сдержать свою радость. После того, как с официальными делами было покончено, Ханьли еще немного побеседовал с мастером секты, а затем покинул главный зал. Выйдя из каменного зала, Ханьли подумал, что должен немедленно покинуть долину Желтого Клена, чтобы найти место и установить пещеру бессмертного. Однако по пути он просматривал нефритовую пластину, которую ему передал Чжун Линьда, и тут же передумал. Затем он повернул свой магический летающий инструмент в другую область. Павильон Целинь — довольно величественное и громкое название. Должно быть, это одно из самых важных мест долины Желтого Клена. Это была специальная область секты для приручения духовных зверей. Духовные звери были на самом деле демоническими животными. После того, как эти демонические звери были приручены культиваторами, их называли уже духовными зверями. Духовные звери павильона Целинь были в основном первого ранга. Хотя редко встречались и животные второго ранга, но они были оставлены там другими и не могли быть использованы по собственному желанию. Однако, хотя там существовали только духовные звери первого ранга, они помогали многим ученикам секты. Например, для транспортировки людей, охраны домашних хозяйств, поиск духовных растений, помощь в нападении врагов и так далее. Ханьли решил, что попросит духовного зверя себе мышь с двойными зрачками. Она напоминала обычную мышь, но у нее были врожденные божественные глаза духовного зверя. Это то, что Чжун Линьда рекомендовал использовать в качестве помощника для поиска оптимального места для установки пещеры бессмертного. Этот зверь среднего ранга мог спокойно смотреть сквозь густой туман, реки, деревья и другие препятствия, мешающие прямому обзору культиватора. Кроме того, она с рождения любила создавать свое гнездо в областях с плотной духовной ци. Немного потренировав мышь, она могла стать оптимальным разведчиком для поиска духовных глазных областей. Это были излюбленные места среди учеников секты. Это был не первый случай, когда Ханьли посещал павильон Целинь. Он несколько раз приходил туда по своим делам. Он пролетел сквозь главные ворота, ища знакомое место. Внезапно он появился с неба, опустившись у подножия небольшой нефритовой горы, принадлежавшей павильону Целинь, приветственной станции горы духовных зверей. Низкоуровневая женщина-культиватор немедленно вышла, чтобы поприветствовать Ханьли. «Боевой дядя, вы здесь, чтобы нанять духовного зверя?» Она проговорила это четко и ясно. Эта 16-17-летняя женщина-ученица взглянула на Ханьли, ожидая ответа. Ханьли, увидев это, слабо улыбнулся, сказав: «Прямо сейчас, есть ли у вас мышь с двойными зрачками? Я хочу взять одну на 2 дня». «Да, конечно. Сейчас я принесу одну для боевого дяди». Услышав это, ученица радостно ответила с улыбкой. Глава 220. Духовный источник. После того, как ученица отправилась на поиски духовного зверя, Ханьли спокойно пождал ее на приемной станции, время от времени поглядывая на ограничительные заклинаний, окружающие его.
Помимо вершины горы, в которой находился Ханли, все остальные области на этой горе духовного зверя были покрыты разноцветным, ограничительными, магическими заклинаниями. Они служили для разделения различных видов духовных животных. В каждой области, запечатанной ограничительным заклинанием, было место приручения одомашнивания одного вида духовного животного. Помимо дежурных учеников, в павильон Целинь другим людям было запрещено входить туда. Это было потому, что они боялись, что другие могут напугать духовных зверей, или что еще неприрученные животные могут напасть на посторонних. Таким образом, хотя вся гора духовного зверя казалась очень спокойной и мирной, на самом деле там жили, по крайней мере, почти 1000 различных духовных зверей разных размеров. Ученица не заставила Ханли долго ждать. Спустя короткое время она вышла из какой-то ограниченной зоны с маленьким зверьком размером с кулак, направляясь к Ханли. Это мышь с двойными зрачками. Цена аренды — это 1 низкоранговый духовный камень в день. Почтительно сказала она Ханли, вытянув руку, чтобы дать ему осторожно погладить мягкую шерсть маленького зверя. «Хорошо, вот 3 духовных камня. Я возьму его на 3 дня», — равнодушно сказал Ханли женщине. Спустя 3 дня младший боевой дядя должен освободить эту мышь, и она сама вернется в павильон Целинь. В течение этого периода времени я надеюсь, что младший боевой дядя будет хорошо с ней обращаться. В этом мешочке ее любимая еда — фрукт земляной груши. Если у боевого дяди будет время, он может покормить ее. Получив духовные камни, молодая женщина вручила Ханли зверька и маленький, белый мешочек. Ханли кивнул головой и принял его. Затем, под уважительным взглядом молодой женщины, он улетел на своем летающем магическом инструменте. Ханли вылетел прямо на северо-запад. Пока он летел туда, он гладил маленькую мышку у себя за пазухой. На первый взгляд, этот зверек на самом деле выглядел как обычная земляная мышь. Они имели одинаковые пропорции тела, шерсть одного цвета и тонкий длинный хвост. Единственное отличие заключалось в том, что у нее были большие глаза, которые отличались от глаз обычных мышей. Несмотря на одно единственное различие, это делало животное чрезвычайно миленьким. Тот факт, что на ее глаза мерцали разноцветным сиянием, подчеркивал мистическое происхождение животного. Даже такой же равнодушный человек, как Ханли, не мог устоять перед тем, чтобы погладить этого миленького зверька. Внезапно у него в голове мелькнула мысль о том, чтобы самому завести такого зверька. Тем не менее, Ханли четко понимал, что, несмотря на послушность этого маленького зверя, это на самом деле был демонический зверь среднего уровня. Думая об этом, Ханли снова почесал за ушком зверька. Пристально вглядываясь в нее, он не мог не засмеяться. Это было так, словно ребенок, который был похоронен в глубине его сердца, вышел наружу. Таким образом, Ханли летел вплоть до конечной точки в северо-западной части горного хребта Тайюэ. В 50 километрах к северу от этого места уже начиналась Великая секта Юань-О. Это место было территорией Великой секты государства Юань-О, секты небесных звезд. Кроме того, здесь располагался торговый город, который конкурировал с торговым городом долины Желтого Клена. 100 километров на запад располагался самый маленький административный район в провинции Цзянь и государство Юань-О, граница с провинцией Си. Эта провинция была единственным местом, где не было ни одного гарнизона 7 великих сект. Это объяснялось тем, что, помимо невероятно высоких песчаных дюн, провинция Си состояла из бескрайней пустыни, занимавшей более 3/4 ее площади. Все население в провинции составляло всего 100 тысяч человек или около того. Таким образом, у него не было ресурсов или людей, которых можно было использовать. Естественно, это место не имело никакого значения в глазах 7 великих сект. Было 2 причины, по которым Ханли решил создать пещеру неподалеку от этого места. Первая причина заключалась в том, что это заброшенное место горного хребта Тайюэ граничило с государством Юань-У с одной стороны и находилось рядом с провинцией Си с другой стороны. Это было 2 места, где было очень мало учеников из его секты. Таким образом, не было никого, кто бы мог помешать его культивированию. Во-вторых, оно было недалеко от торгового города Небесной Звезды. Если бы он решил продать какие-то лекарственные ингредиенты или купить что-то, он без труда мог сделать это здесь, не беспокоясь о том, что об этом узнают другие. Именно с этой мыслью Ханли выбрал место, где уровень духовной ци хотя и не был высоким, в отличие от пещер других учеников в стадии заложения фундамента, которые были тесно расположились в местах с самой плотной духовной ци. Спустившись, Ханли обмотал тонкую веревку, которую он заранее подготовил вокруг шеи мышки, чтобы она не бежала слишком быстро и, таким образом, не позволял ей потеряться. Затем он вытащил из маленького мешочка круглый, желтый фрукт и швырнул его маленькому зверю, позволив ему сгрызть его.
Съев грушу, мышка мгновенно получила заряд энергии, и, пискнув несколько раз, она со свистом помчалась в соседний участок травы, исчезнув без следа. Хань Ли не спеша последовал за веревкой. Хань Ли стоял на одной стороне крутого горного массива, глядя на 300-футовую горную стену напротив него. Он безучастно наблюдал за ней. Это было связано с тем, что веревка на руке проходила через узкое отверстие в скале и прямо тянулась в сторону горной стены. Шла уже половина второго дня. Спустя 2 дня безуспешных поисков, мышка лихорадочно прибавила скорость, когда они приблизились к этой горной стене. После того, как Хань Ли бросился в это место, она скользнула в гору через небольшую трещину. Хань Ли смотрел на тугую тонкую веревку в руке и сгорал от любопытства. На мгновение он задумался, затем мгновенно похлопал по своей сумке, и в его руке тут же появился гигантский серебряный меч. Хань Ли крепко держал веревку одной рукой и взмахнул серебряным мечом другой. В одно мгновение, как будто он резал тофу, узкая трещина перед ним превратилась в широкий вход, в который человек мог спокойно войти. Немного подумав, он сразу же активировал защитный барьер вокруг своего тела, а затем он осторожно последовал в каменную пещеру, медленно продвигаясь вперед. Все падающие камни и пыль отталкивались его защитным барьером, сохраняя тело в полной безопасности. Хань Ли медленно продвигался вперед, разрубая перед собой скалу. Такая физическая работа продолжалась больше часа и постепенно начал образовывать простой, грубый каменный туннель. Когда Хань Ли снова взмахнул мечом, внезапно раздался треск, и каменная стена окончательно раскололась. Увидев это, Хань Ли был очень доволен. Он использовал достаточное усилие, дико ударив несколько раз, в результате чего каменная стена была полностью разломана. Затем он сделал большой шаг. Перед его глазами предстала пещера, примерно в 30 футов. Как только Хань Ли вошел в это место, его обдало потоком плотной духовной ци, в результате чего он был очень ошеломлен, однако он все еще следил взглядом за концом веревки, которая тянулась к центру пещеры. В центре пещеры был небольшой источник с родниковой водой. Мышь довольно плавала в этом источнике, который был несколько футов в длину. На этот раз Хань Ли был поистине шокирован. Это было потому, что почти весь поток духовной ци выходил из этого родника. Он поспешно подошел, зачерпнул в ладонь родниковой воды и начал внимательно ее изучать. Это источник духовной энергии, ошибки быть не может. Не тратя слишком много усилий, Хань Ли подтвердил это предположение. Хотя духовная ци, содержащаяся в родниковой воде, не так хороша, как говорят слухи, но подобные источники действительно встречаются очень редко, пробормотал про себя Хань Ли, по-прежнему пребывая в недоумении. Затем он закрыл глаза, пытаясь прочувствовать, как поток духовной ци выходит из воды. Улыбка на его лице появилась сама собой. Говоря о духовных источниках, стоит также отметить о существовании в мире культиваторов духовных вен и колодцев. Фактически, духовная ци по всему миру была распределена неравномерно. В некоторых местах был более плотный поток духовной ци, в то время как в других местах – более скудный. Таким образом, спустя длительный период времени, духовые вены разного размера обычно образовывались в областях с плотной духовной ци. Крупные источники могли бы быть длиной в десятки тысяч километров, а маленькие могли быть всего лишь на несколько километров, что было поистине ничтожно мало. Но независимо от размера, сформировавшиеся духовные потоки автоматически выпускали какое-то количество духовного ци, заставляя духовную ци постоянно циркулировать. Ресурсы в таких районах никогда не иссякали. Но в местах с различными духовными реками количество производимого духовного ци различно. Место с самым плотным скоплением духовного ци, естественно, были наиболее подходящие для медитации культиваторов и совершенствования. Поэтому их назвали духовными колодцами. Так называемые духовые колодцы абсолютно невидимы, и их существование можно обнаружить только духовным чутьем культиватора. Однако, когда место было обозначено как духовный колодец, это было место в потоке духовной вены, где духовная ци, бесспорно, была самой плотной, хотя при обычных обстоятельствах духовные колодцы были бесформенными и только носили название духовных колодцев, там на самом деле был очень плотный поток духовной ци, который мог сохраняться в течение длительного времени. Постепенно поток как бы принимал физическую форму колодца, зачастую будучи похожим на духовную жемчужину, фонтан или тому подобное. Были даже легендарные духовые деревья. Появление физического проявления духовного колодца было очень редким явлением. Мало кто из людей удостаивался такой удачи, чтобы найти сформировавшийся духовный колодец даже за тысячи лет. Таким образом, духовная ци, испускаемая этими объектами, была намного плотнее, чем обычная духовная энергия. Очевидно, что культивация в этом месте имела более глубокий эффект по сравнению с другим местоположением. Лучшее место с духовными венами увеличивали скорость культивации на 20-30%.
Кроме того, когда эти истинные духовные объекты были сформированы, даже духовые деревья или фонтаны могли увеличивать магическую силу без снижения его эффективности.